С одной стороны, ты обычный парень, но ты можешь показать свою сильную сторону с Head Shoulders Man Ultra. Прокачай свои скиллы и нанеси ласт-хит по перхоти. Покажи свою сильную сторону. С шампунем №1 в мире. Самая фишка в том, что мы садились на сборах, например, там где-нибудь в Австрии или, я не знаю, в Болгарии, такая после ужина, закрывали шторы, садились, открывали комп. У меня мышка, и у моего друга всегда была одна миссия. Там, короче, в игре, типа, можно было, если на тебя выскакивают, нажимать кнопку, где все замедляется, и ты их, короче, в них стреляешь. И он ответственный был только за одну кнопку. Вот представь, чуваку 30 лет, я такой, Гриня, жми! Он, я такой, пу. Это было очень смешно. Поэтому футболисты играют в компьютерные игры 100%. Так удивительно получается, что в последнее время действительно футболисты прям проникают в нашу жизнь. К нам уже приходил игрок Спартака вот во время группового этапа. И вот ты пришел. Друзья, да, я вам сейчас объясню, почему мы прогуливаемся с этим прекрасным молодым человеком по ЦСКА-арене. Дело в том, что Сава, вы наверняка знаете его YouTube-канал «Красава». Это Красава и я в Монако! Да, он снимал не так давно Головина, и он играл соло в доту. Александр Головин, игрок сборной России, самый дорогой российский футболист на данный момент, вместе с Алексеем Соло Березиным, легендарным капитаном Virtus.pro, рубятся в доту. После чего Жека заразился вот этой вот всей идеей понять, что же это такое, а потом его еще и приплели к турниру по фифе, который он не вел, конечно же. Вот, и я решила позвать его в гости к нам на турнир КВП, в нашу ложу, и рассказать вообще, что это такое и как сильно это отличается от того, что пишут СМИ. Ты знаешь, на самом деле, это первый случай был, когда я не понимал, что происходит на моем канале. Когда голова Соло рубился в доту. Я просто смотрю и не понимаю, что происходит вообще. Они еще же не разговаривают со мной, они между собой разговаривают. Я сижу, на чешском. Супер малыш, там туда-сюда. Я думаю, мама дорогая, что происходит? 1,5 часа они рубятся. У меня уже самолет вот буквально вот-вот. А там еще из Монако надо, по-моему, в Ниццу доехать быстренько на такси или на общественном транспорте. Я говорю, голова, заканчивайте, вы что творите-то? У меня уже все, у меня времени нет. Он говорит, как закончить невозможно, нам надо там какую-то разрушить там что-то, победить всех там туда-сюда. Ну, это очень интересно. И я думаю, что по количеству людей, которые сейчас вместе со мной от метро шли сюда, я думаю, что это безумно популярно. Ну, давай такой с тобой чек-лист импровизированный составим. Ты же огромное количество турниров посетил, матчей, чемпионатов, олимпиад, не знаю, всего. Ну, олимпиады нет, но много чего видел, да. Это впереди. Спасибо. Вот, давай какой-то чек-лист, каким должен быть турнир, чтобы считаться спортивным. Вау, он должен быть, во-первых, на него должно прийти очень много людей, должна быть очень крутая атмосфера на арене, равная конкуренция, очень прокачанные, хорошие команды, хороший призовой фонд и респект, и уважение. Ну, не знаю, мне кажется, самый кайф — это когда людям нравится, болельщикам их не обманешь, да, и когда, не знаю, такая прям безумная атмосфера, вот прям вот вау, когда люди сходят с ума, как было, например, на чемпионате мира по футболу, который был в России. Ну да. То есть это невозможно сравнить ни с чем, когда вот, ну, прям вот оно вот в воздухе витает, вот это, когда там люди там плачут, орут, ну, там, спортсмены отдаются на 100%, и как хэппи-энд это бабки, уважение, девочки в Инстаграм, кубок над головой, я не знаю, как там у киберспортсменов. Фолловеры растут в соцсетях. Фолловеры, там тебя кто-то ненавидит, кто-то боготворит, поэтому, мне кажется, вот примерно так должно быть. Ну и теперь по твоим ощущениям, ты уже успел краем глаза посмотреть, что происходит внутри. Совпадает турнир «Эпицентр», киберспортивный турнир, с тем, что ты сейчас озвучил? Давай честно, я тебе признаюсь, вот давай. Посмотри мои глаза. Давай, я смотрю в твои глаза. А ругаться можно? Ну, давай, мы запикаем, давай. Не, давай мы запикаем. Я в шоке. Я в шоке, это круто. Вы видели, какая там сцена? Как там все сделано? Вот, ты знаешь, мне кажется, российскому спорту, в том числе футболу, не хватает немного вот такой красоты. Зрелища. Да? Не только именно спортивной составляющей, да, когда идет заруба, а вот именно вот этой зрелищности. То есть это элемента прям такого глобального шоу. Потому что в хоккее оно есть, как бы, да, понятно, что как они выезжают, как там все вот это вот свет делают, инсталляции, всякое круто. А вот в других видах спорта этого не хватает. И мне кажется, то, что я краем глаза увидел, как там, не знаю, каждое движение поддерживается болельщиками,
Ну, это прям охрененно. Серьезно, это прям, я в шоке, правда. Помимо классной картинки, которую вы сейчас видите, от которой я в шоке, которую многие из вас видели миллион раз, а я впервые, самое крутое, когда что-то происходит такое значимое в игре, как трибуны реагируют. Типа это вау! Это очень круто. Я надеюсь, что мы сейчас это услышим. Обалденно. Ждем замес. А Да, там ждем сейчас замес. может быть очень скоро. Что, может быть, тебе показалось очень необычным, чего ты не видел на турнирах других, ну, такое прям вот что-то уникальное? Уникально, ну, это, безусловно, то, что происходит на сцене. Уникально, это, ну, я не знаю, ну, правда, мне очень нравится, когда люди реагируют, это круто. Смотри, есть очень эффектная картинка, есть заруба, есть реакция трибун. Насколько я знаю, команды еще так же готовятся, как в спорте, то есть они закрываются, они много тренируются. Я, кстати, узнал прикольный факт, что жены, подруги, все родственники, они не приходят на турнир, чтобы не отвлекаться, да? Конкретно на этот у нашей команды, да. А в гостиницу они тоже к ребятам не приходят. А сколько турнир идет? Ну, 8 дней. То есть 8 дней ребята дрочат. Все как в футболе. Только в футболе игра, и потом можно прийти домой. А здесь, как бы, извините, 8 дней ничего не происходит. Ну круто, все как в спорте. Это здорово. Плюс мне, скажи, это правда, мне Головин рассказывал, что ребята, которые сейчас, вот, например, на сцене находятся, они тренируются, например, там по 18 часов. Это правда? Но 18 это просто бесполезно. Лучше 8. Замес. Замес. У меня мурашки, смотри. Обалдеть. Да, это обалдеть. очень круто, правда, когда стоишь на трибуне, это все слышно. Я никогда не думал, что у меня будут мурашки бежать на киберспортивном турнире. Но многие же спортсмены думают, ну господи, ну что это, ну сидят там, ну жмут на кнопки возле компьютера дома. Но это вообще неправда. Когда голова мне рассказывала, что столько тренируются, что так готовятся, что большая концентрация, что там, ну это действительно очень здорово. Плюс посмотрите вокруг, это реально офигенно. Да. Это... И призовой фонд, ты знаешь, какой на этом турнире? На этом турнире призовой фонд. Ну я слышал, что в киберспорте большие деньги, но я не знаю сколько. $1 миллион. $1 миллион на команду? Ну там в целом, но они большую часть забирают. А на Инт, который Который в Шанхае будет, который да? скоро будет, уже собрали 23 миллиона призового, и он не остановился еще, он еще будет Еще расти. растет, да? Да. Обалдеть. 23 ляма долларов. Я тебя, кстати, хочу пригласить в Шанхай на Инт, чтобы тебя вообще просто развалило там. А там еще круче? Там еще круче. Не, ну подожди, а что может быть еще круче? Еще больше людей, еще больше хайп, еще больше приз, еще, ну, ты видишь, что ставка слишком высока. Я знаю, что трансляции обычно идут на весь мир. Да. То есть представь, там деньги, ответственность, там пристальный взгляд всего мира. Ну, это же надо как-то подготовиться и морально. Все. А есть психологи? Есть психологи, есть менеджеры личные, есть люди, которые занимаются здоровьем, есть люди, которые занимаются там поездками, бла-бла-бла, То есть это документами. большая команда, да? У нас вообще большой офис, как бы, да, большая команда людей работает. Мы все обслуживаем игроков, мы все делаем все возможное для них. Ну, то есть я конкретно медийкой занимаюсь, Да. и видео. А еще есть куча людей, которые делают все остальное, вот СММ там и так далее, да. Офигенно. Это реально офигенно. Че, пойдем с тобой, сходим, может быть, на сцену? Хочешь, я могу, я ведущая турнира, мне все можно, пойдем. Жека, мы стоим с тобой в одном шаге от самой сцены. Вот так ближе, чем ты, никто не заходил, мне кажется. Пойдем? Давай. Давай. Открывай. Ну вот ты можете посмотреть сам своими глазами на весь этот сеттинг, на все близко. Ну классно, слушай, давай скажем так, что это по-настоящему крутые, большие, глобальные мировые соревнования, и я реально кайфанул. Есть все. Атмосфера, трибуны, там крутые декорации, заруба, бабки, слава. Ну это охеренно, это правда охеренно. Я честно, я в шоке. Классно? Спасибо тебе большое. Тебе Так, что, спасибо. увидимся в Шанхае? Да, на Инте. В мерче Virtus.pro сидишь на трибуне рядом со мной, орем. Зверя нет сильнее медведя, вот это все. Хорошо. Соло, привет. Можешь передать? Привет тебе, братишка. Жалко, что мы не сфоткались, потому что я бы Головину отправил. Но ты где-то там, поэтому супер. Спасибо тебе за выпуск, когда я снимал голову. Подписывайтесь на наш канал.